Пруд своими руками. Пруд для рыбы на участке или на даче – это, наверное, мечта каждого. В этом видео я хочу показать, как я обустроил у себя на участке пруд для разведения рыбы своими руками. Находится мой пруд на участке вблизи моего дома, возле которого течет небольшой горный ручей. В нем всегда прохладная и чистая вода, и я подумал, что это идеальное место, чтобы сделать садовый пруд. А на вопрос, как выбрать место для пруда, у меня сразу же был ответ. Как видите, с левой стороны я сделал небольшой канал, через который делаю забор воды для пруда. Дальше по этому каналу я направляю воду в специально оборудованный водоприемник, через который вода поступает в пруд для разведения рыбы. В начале водоприемника у меня стоит сетка рабица, чтобы сдерживать попадание листьев и веток в трубу. И в этом водоприемнике я установил пластиковую трубу диаметром 160 мм. Такого диаметра вполне достаточно, можно и больше, но меньше не советую. Когда после дождей поднимается вода, то весь накопившийся песок, ил и листья спокойно через трубу уходят. Дальше эту трубу от водозабора и в озеро для разведения рыбы я пустил под землей. Вдоль подземной части трубы я сделал несколько ревизий, чтобы можно было легко прочистить трубу, если труба забьется листьями или ветками. Хотя за 4 года использования у меня такого еще не было. Трубу я установил под стандартным наклоном, и прекрасно видно, что напор воды из нее очень хороший. А во время дождей или весной, когда тает снег, подача воды в пруд для рыбы становится еще больше. Мой пруд находится в лесу возле ручья, а в таких местах водится выдра. Поэтому по периметру я установил забор вокруг пруда, чтобы выдра не воровала рыбу. После зарыбления пруда, пока к озеру был свободный доступ, я заметил, что выдра ворует рыбу из пруда. И тут я начал думать, как избавиться от выдры. Что я только не делал, чтобы прогнать выдру. Даже собака не помогала. Поэтому мне пришлось основательно оградить пруд своей мечты. И только таким способом мне удалось защитить пруд от выдры. К счастью, с того времени выдра уже не приходит и не ворует рыбу. А рыба в пруду себя прекрасно чувствует, хорошо размножается и радует глаз своего хозяина. На другом конце водоема, напротив входной трубы, я в озеро для рыбалки установил лестницу. Внизу под лестницей на дно пруда я установил трубу нижнего уровня воды, на случай, если надо будет полностью спустить воду из пруда. Здесь же рядом находится перелив воды в пруду. Для этого я установил трубу диаметром 300 мм, через которую излишняя вода вытекает из пруда. В начале трубы стоит решетка, чтобы рыба не убежала из пруда. В результате в моем озере для рыб вода всегда насыщена кислородом. Рыба не задыхается, ей хватает кислорода даже зимой. В водоеме, где проточная вода, рыба практически не болеет, хорошо набирает массу и размножается. Нижнюю и верхнюю трубу я выпустил под землей, в сторону ручья. Таким образом, система перелива воды в пруду у меня работает так, что вода из пруда снова попадает в ручей. И это было для меня самое оптимальное решение – пустить перелив снова в ручей, поскольку сам ручей находится возле пруда. Здесь же рядом находится труба и кран-задвижка нижнего уровня воды. Если надо, то через эту трубу путем открытия крана можно спустить воду с пруда частично или целиком. А на другом конце этой трубы, которая находится на дне пруда, я установил сетку, чтобы во время спуска воды рыба не ушла вместе с водой. Вот так выглядит в действии нижняя и верхняя труба для отвода и спуска воды из пруда. Ну и само собой, надо смотреть, чтобы кран всегда был закрытым, а доступ к нему должен иметь только хозяин пруда. Вот так я обустроил свой пруд на участке. И считаю, что это идеальный пруд
для разведения рыбы, рыбалки и семейного отдыха. Ведь пруд находится возле дома, среди гор, леса и ручья. И я могу с уверенностью сказать, что для меня мой пруд – это пруд моей мечты.